Итак, друзья, всем привет, меня зовут Константин, и сегодня у нас будет разговор про мануальный объектив ТТ Артизан 23 мм на диафрагме 1.4. То есть сейчас съемка идет как раз на этот объектив, и вы можете оценить, насколько хорошо получается картинка, насколько хорошо получается резкость. То есть, в принципе, насколько я вижу, вот сейчас очки абсолютно резкие, картинка получается просто обалденная. И опять же, если сравнивать с моими прошлыми мануальными объективами с Seven Artisan, там картинка была мутная. Но здесь получается картинка гораздо резче. Да, наверное, YouTube немножко портит качество, портит, немного мылит, там пережатие, еще что такое. Но в любом случае я стараюсь снимать в 4К формате, поэтому смотрите данный видос в 4К формате, чтобы определить именно резкая картинка или не резкая. Данный объектив только появляется в продажу, и, возможно, его еще нет на известных торговых площадках, еще как-то он только появляется. В общем, это самая новинка, и надо иметь в виду, что первых партий всегда недостаточно, их всегда мало. Но, опять же, на сайте ТТ Артизан есть вся необходимая информация относительно того, что это за новинка, какие у него характеристики, и, в принципе, посмотреть сэмплы с данного объектива. Примеры из данного объектива я также покажу в конце своего видео, поэтому обязательно будет куча разных примеров с разных ситуаций, в разной обстановке. Старался сделать максимально разнообразные тесты для того, чтобы вы могли понять, что данный объектив можно использовать просто как объектив на каждый день, с учетом того, что он стоит около 100 баксов, то есть цена довольно бюджетная, его может позволить практически любой, и при этом у вас будет получаться вот такая вот замечательная картинка, как сейчас, которую можно использовать не только для портретных фотографий. Да, данный 23 мм на кропе может являться вполне портретными фотографиями. Как вы видите, я сейчас снимаю видос, и получается такая довольно портретная картинка, когда у нас фон размытый, фон получается красивый, лицо получается резкое, четкое. В общем, проблем никаких нет, и да, 23 мм это тоже портретный объектив, если вы снимаете на него портрет. Как всегда, качество изготовления данного объектива вполне интересное, вполне качественное, то есть никаких нареканий нет. Диафрагма крутится как ей положено, кольцо фокусировки тоже крутится интересно, при этом есть серебристая версия, где кольцо фокусировки сделано с серебристым вариантом, то есть если у вас камера имеет серебристые какие-то элементы дизайна, то как раз можно выбрать вариант, где черные и плюс серебристые. И опять же, вот смотрите, то есть можно делать вот такие вот спецэффекты, например, да, но при этом фокус у вас сбиваться не будет, то есть глаза как были резкие, ресницы, так они и остаются. Опять же, вот можно посмотреть по бороде, что она резкая, все нормально, никаких проблем нет, но уши уже получаются не резкие. То есть, в принципе, все законы портрета присутствуют, и на 23 мм можно снимать самого себя, можно снимать других людей. Более того, это абсолютно комфортное расстояние, например, для съемки в ночном клубе или в баре, или еще где-то, где у вас очень мало ограниченного, ну, то есть место ограничено, но вам надо как-то снимать красиво лица людей, ну, там, по пояс, по грудь или еще как-то. То есть и 23 мм в данном случае получается самый оптимальный вариант, потому что на 35 мм вы уже практически ну, не везде влезете. Про 56 мм я вообще молчу, потому что с 56 влезть можно только вот, наверное, в этом огромном парке. Поэтому, если вы, например, долго думали, какой же вам взять недорогой объектив для съемок на каждый день, для съемок в путешествиях, то вот этот вариант, мне кажется, будет самый интересный, потому что, поверьте мне, я протестировал достаточно много объективов, и я знаю, о чем говорю, потому что картинку я вижу сразу. И опять же, вы можете посмотреть по моему каналу, я довольно много делал тесты разных объективов, и вы можете определить сами данное качество, какой вам объектив нравится, какой не нравится. Ну а мое мнение, то что данный объектив 23 мм на 1.4 получился довольно интересный, на него получается интересная картинка, и плюс этот объектив, вот реально он на каждый день, и он позволяет снимать и свои влоги, и блоги, и видосы, и в принципе кого-то снимать. Поэтому если вам нравится данная картинка, то пишите об этом в комментариях, что хотя бы я понимал, что не только мне одному нравится данная картинка, потому что, опять же, найти интересный и недорогой вариант, особенно
на камерах Fujifilm это довольно проблематично с учетом того, что Fujifilm ставит высокую ценовую планку на свои объективы. И тот же объектив, например, 23 миллиметра. 23 миллиметра на диафрагме 2.0 стоит... сколько же он стоит? Он стоит примерно в 5 раз дороже, чем вот этот объектив. То есть вы можете понять, в 5 раз дороже. Обалдеть. В 5 раз. Да, он автофокусный. Да, это, конечно, родное стекло Fujifilm. Это, конечно, все здорово. Но в 5 раз. В 5 раз дороже. Представляете? То есть ту же самую картинку фактически вы можете получить по цене всего $100. А отличается картинка или нет, давайте мы сейчас посмотрим. Насаживаем данный объектив и смотрим, как у нас меняется картинка. И вот теперь у нас стоит автофокусный объектив, то есть для того, чтобы вы могли понимать, что я не обманываю, вот у нас вот этот TT Artisan, на который была съемка до этого, и как вы видите, автофокус Fuji постоянно начинает обратно вот это вот движение вперед-назад, елозить, то есть именно то, что меня раздражает в данном автофокусе. То есть я закрыл лицо специально, чтобы он уже четко определил, что это линза TT Artisan. Он, видимо, не хочет просто конкурентов своих показывать. Но успокойся уже, успокойся, пожалуйста, Fujifilm. Ну не надо так, ну не надо. Ну что ты себя как ведешь отвратительно. Ну так себя не ведут на самом деле, Fujifilm. Что это за дела? Что это? Что ты делаешь? Я даже не двигаюсь. Алло. Все, успокоился? Продолжаем? Молодец, никто тебя не обижает. Ты хороший, я тебя поглажу даже. Хороший. Но я тебя уже выставил на продажу, поэтому сорян, чувак. Но я вот этот себе оставлю, а тебя я продаю, потому что видишь, что ты творишь? Ты мне портишь всю картинку. Поставил по нулям сейчас настройки следящего автофокуса, то есть трекинг и чувствительность. Но, блин, ну это нереально. Это я не знаю, что это такое. Что это такое, мне непонятно на самом деле. Может быть, ему не нравится небо светлое, вот это вот пересветы. Давайте попробуем вот так. Или ему очки не нравятся? Давайте попробуем без очков. Без очков, правда, я ничего не вижу. По глазам я вижу, автофокус бегает, но это капец, конечно, блин. Не, это не в очках дело. Это явно не в очках дело. Это что-то где-то пошло не так, как говорится. Вот сейчас точно не против солнца. Я стараюсь не двигаться. В общем, ладно. Суть вы поняли. Я просто старался с того же места снять картинку на... Ну, это нереально. Это нереально. Я не знаю, что происходит, что вообще не так. По настройкам все нормально. Что это такое? Я понять не могу. На самом деле, это первый раз такой глюк. Но, как видите, тест есть тест на моем канале. Я всегда глюки ловлю не специально, а случайно. И вот сейчас мы видим конкретный пример того, что творится с Fujifilm. Без понятия, вообще без понятия. Следящий автофокус, чтобы вот так вот елозил, это просто песня. Глаза, вот тут, Fujifilm, смотри, вот тут глаза. У тебя же есть определение глаз даже в очках. Вот квадратик побежал, куда он пропал? Почему он пропал? Ну, теперь-то очков нет. Нет очков, Fujifilm. Теперь тебе стало легче? Нет, не стало легче. В общем, сравнили картинку. Поняли, насколько у нас отличается портрет, бокешка и все такое. Если что, отматывайте назад на пару минут и смотрите вариант вот с этого объектива. На самом деле, то, что сейчас произошло с объективом Fujifilm, это абсолютно не запланированный вариант. Я специально не портил настройки, поэтому, поверьте мне, у меня не было цели унизить как-то объективы Fujifilm или еще что-то. То есть нет, это не хайп, это именно реальное поведение.
данного объектива абсолютно ничем не обусловлено, с учетом того, что отличная погода, солнышко, света достаточно. Очки я снимал, то есть глаза были не закрыты линзами. То есть, опять же, плюсы мануальной оптики, то, что вы видите, я хоть и в зеркальных очках, но автофокус абсолютно, ну как автофокус, ручной фокус работает просто идеально, потому что, ну блин, смотрите, картинка просто волшебная, мне кажется.
учетом того, что вы можете, например, отдалиться подальше. О, вот так, да? Ну вот, смотрите, я опять же попал в фокус, то есть никаких проблем с этим нет, просто подкрутили чуть-чуть ручку, по красным точечкам смотрите, попали вы в фокус или не попали. Опять же, если вы пропустили мой предыдущий видос о том, как снимать на мануальный объектив, какие настройки на камере Fujifilm надо сделать, то вот тут вот будет всплывающий видос, поэтому переходите по нему, смотрите мои инструкции, очень полезное видео, я там снимал и фото, и видео, и примеры тоже есть, опять же, все снято на этот объектив и эту камеру Fujifilm X-S10. В общем, смотрите этот видос, пишите свои комментарии относительно данного объектива, ну, а я свое мнение выразил, и опять же, свои примеры я показал на этот объектив. Спасибо вам за лайк, спасибо за просмотр, и подписывайтесь на канал, если еще не подписались.